One step away from having it all. Boyfriend, girlfriend, fancy car. You're insatiable, and that's true. You just want more. Climbing mountains, crushing your goals. But you put your happiness on hold. Still waiting to start living. Мне до сих пор не верится, что я заканчиваю универ. Привет, мои хорошие. Сегодня утром я сдала еще один экзамен, за который я переживала, мне кажется, больше всего. Я думаю, люди, которые сдавали экзамены, которые знают это чувство, вы меня понимаете. Сейчас я приехала забрать наушники. Нормально. И затем я бегу на тренировку. Какая красота! Taking a ride to Jonah Lake. 눈치 보면서 들어가 할 때 찾아 나머진 바빠. Не знаю, насколько правильно я все сделала. Меня даже iPhone не узнает. Творческое задание по морскому праву. Но она прям за 15 минут придала коже максимальной свежести. Итак, я наконец-то купила себе джинсовые шорты. Мне очень нравится их длина, потому что многие шорты, они просто настолько короткие. Я не знаю, как я могу в таком выйти на улицу. Нашла себе вот такие вот бигуди. Это должно выглядеть как-то так. Домашний костюм чисто из-за его надписи. Мне кажется, она полностью олицетворяет меня во время сессии. Два бесшовных топика из Woman's Secret. Мне очень нравится бесшовное белье, потому что оно невероятно удобное. Вопрос на повестке дня: что будет дальше с моим образованием? Честно, мне нравится учиться.
Мне нравится атмосфера учебных заведений, мне нравится вся эта суета с дедлайнами, когда ты мало спишь, потребляешь литрами кофе. Я как-то очень сильно романтизирую учебу, потому что во многих случаях это помогает мне справиться с выгоранием. Это такой небольшой лайфхак. Но за счет того, что 80% моего обучения прошли дистанционно, я чувствую, что сейчас мне не хватает этого общения и социализации в кругу людей со схожими интересами. Возможно, это будет что-то в формате курсов. Плюс мне безумно хочется прикоснуться к какой-то творческой сфере. Это рисование, лепка, флористика, дизайн, кулинария. Я не исключаю вариант, что я могу себе взять год отпуска от универа и сделать акцент на практике и вещах, которые меня наполняют и вдохновляют. Сейчас ситуация обстоит так, что у меня есть заготовленный пакет документов на магистратуру. Вопрос, подам ли я его и куда именно подам, остается открытым. У меня также из головы не выходит мысль вновь вернуться к курсам Contented. Для меня они на самом деле являются лидерами на рынке в сфере творческого образования. Я это не раз говорила и готова повторить еще раз. Если вы не знаете, это онлайн-школа дизайна с огромным, невероятным разнообразием курсов. И самое привлекательное, что это тоже профессиональное образование с лицензией, потому что сам курс создают профессионалы в дизайне. На самом курсе у вас будет более 80% практики, вы создадите собственное портфолио, научитесь владеть основными инструментами дизайна, а на курсе профессии дизайнера вы вообще пройдете самую настоящую стажировку. Вот реальный кейс студента по брифу от заказчика уже во время стажировки в креативном агентстве Red Cats. То есть после обучения вы добавляете реальные работы в свое портфолио, еще и получаете графу с опытом резюме, что в будущем не позволит вам остаться без работы. Курс погружает в 3 ключевых направления: графический, моушен и веб-дизайн. Обучение подходит даже для новичков. Если у вас есть обычный ноутбук и сильное желание овладеть новой профессией, вам с радостью помогут стать специалистом достойного уровня. Поэтому, если вас заинтересовало это предложение, по моему промокоду Локтионова вы можете получить скидку в 45%. Всю более подробную информацию я оставлю в инфобоксе. Вкладывайте в себя, потому что это сейчас лучшая инвестиция. Нам сейчас отправили тестовые задания по экзамену. Сказать нечего. Сказать нечего, потому что я знаю, сколько времени это примерно займет. Браво! Братан, я тебя люблю. Я ж близнецы, ты же не знаешь. Этот прекрасный день начался у меня с оформления документов. Впервые я стала на гвозди где-то полгода назад. Тогда сыграл чисто мой интерес, и даже в студии, где я занималась йогой, появились конкретные классы, которые были посвящены как раз-таки стоянию на гвоздях. По эффекту это
очень похоже на душевно успокоительное. То есть, когда я чувствую, допустим, тревогу, мне очень сложно это как-то выразить. Так вот, именно гвозди будто бы в момент трансформируют что-то эмоциональное, физическое. Ты эту эмоцию проживаешь через физическую боль. Но сам факт, что я сейчас вижу, это то, что это в момент способно вернуть меня к обычному нормальному состоянию. И для меня это работает. Через пару часов ко мне приедет мама, поэтому я думаю, нужно как-то навести порядок немного. 아직도 난 기억이 흐릿하게 더 희미하게 나의 아니 자주 난 어제 일처럼 선명하게 너의 흔적 없이 말리는 것 같아 일상 속에도 번져 그 색깔이 바래져서 떠났지만 Больше всего меня интересует этот пирог. Боже, какая прелесть. Он еще такой крошечный и внутри вишня. I just wanna be with you. 너의 기억 속에 남아서 I just wanna be remembered. 너의 잔상 속에 살면서 oh yeah. I just wanna be with you right. 너의 기억 속에 남아서 I just Не, он не тяжелый. Хорошо, я посмотрю, потому что я вообще знаю. Сестра веселилась. Наша Паша храбрая девочка. Мне надо на город. Только что я отправила свою дипломную работу. Я очень рада. Да. Спасибо. Сегодня просто замечательный день. 여보세요. 그냥 핸드폰 보고 있었지. 자야지 이제. 바이. 다 봐서 일어나 진짜. 새벽 2시 폰을 열어 남들인 사이 Мне невероятно сильно светит солнце в глаза, но я обожаю такую погоду. Солнечная погода — это что-то невероятное. Весной и летом ты будто бы как-то воодушевлен, плюс день становится намного длиннее, и будто бы ты намного больше всего успеваешь. В качестве перекуса во время учебы я просто обожаю финики.